приключений под названием «Серебряный батальон» пытается победить огромного ледяного дракона. Битва начинается, когда дракон взмахивает хвостом над полем. Но искатели приключений уклоняются от него и наносят ответный удар своими сильнейшими заклинаниями. Но они не наносят никакого урона огромному зверю. В ответ дракон выпускает ледяное дыхание и заставляет их использовать защитную магию, но его атака слишком сильна для мага-отряда, и он легко пробивает ее барьер. Но прежде чем дракон успевает нанести удар повар-отряда, Деннис бросается вперед и блокирует его рукой. Но, несмотря на это, атака дракона ранит руку мага. Увидев это, Деннис использует свою магию, чтобы создать лечебное зелье, помогает раненому магу и поднимает ей боевой дух. Наблюдая за всем этим, заместитель капитана отряда Кэти одобрительно кивает с улыбкой. Но капитан отряда Вига почему-то завидует их повару. В отчаянии Вига призывает магический кинжал и пронзает глаз дракона, отчего тот приходит в ярость и выпускает множество темных молний, чтобы атаковать искателей приключений. Кэти и капитан еще раз пытаются вместе атаковать монстра. Но их усилия терпят неудачу, и весь отряд вынужден отступить. Позже капитан созывает срочное собрание, чтобы обсудить важные вопросы. Хотя место заместителя капитана кажется пустым, Деннис нарушает тишину, спрашивая, зачем их позвали. И тогда капитан говорит, что винит его в их недавней неудаче. Он говорит, что они могли бы победить, если бы Деннис не вмешался и не отпугнул дракона своим устрашающим голосом. Деннис возражает ему, давая понять, что Вига приказал ему это сделать. Но Вига категорически отрицает это и утверждает, что никогда бы не принял такое решение. Деннис вспоминает, что их целью было собрать редкие предметы с дракона. Но когда он пришел в ярость, это стало невозможно. Команда оказалась в опасной ситуации. Именно Вига сказал ему использовать навык запугивания под названием «Устрашающий голос». Возможно, они провалили задание, но благодаря этому все остались живы. В то время Деннис уважал Вига за такой смелый поступок, но теперь кажется, что капитан просто использует этот момент, чтобы свалить всю вину на него. Вига даже обвиняет Денниса в том, что он шпион из конкурирующей группы, и в конце концов выгоняет бедного повара из отряда. Деннис оглядывается, надеясь, что кто-нибудь заступится за него. Но весь отряд молчит. Они слишком боятся сказать что-нибудь перед большим боссом. Не имея выбора, Деннис тоже молча соглашается. Затем Вига называет здоровяка жалким поваром, что выводит его из себя. Деннис наконец решает постоять за себя, заряжая свои ножи магией, чтобы приготовиться к бою. Капитан продолжает оскорблять его и говорит, что хотя у них обоих 99 уровень, Деннис все еще просто повар, которому нет места в их отряде. Напряжение нарастает, и они оба выпускают доминирующую ауру, и когда кажется, что внутри штаб-квартиры Серебряного Дракона вот-вот начнется битва, Деннис решает уйти. Он хлопает по столу и говорит, что этот отряд больше не его головная боль, а затем уходит, чтобы начать путешествие мечты в качестве повара. Проходя по оживленным улицам, Деннис оглядывается, понимая, что пришло время попрощаться с королевской столицей. В этот момент маленькая девочка врезается в него и случайно выпускает свой воздушный шарик. Деннис быстро бросает свою сумку, подпрыгивает, чтобы поймать шарик, возвращает его девочке и советует ей не отпускать то, что для нее важно. Тем временем Вига наблюдает за всем издалека и злобно улыбается, тихо решая привести свой настоящий план в действие. Как только Деннис выходит из города, за ним бежит Кэти. Пока Деннис идет, она пытается остановить его и спрашивает, кто теперь будет заниматься алхимией и готовить для них лекарства и еду, раз он уходит. Деннис говорит ей, что скоро его место займет кто-то другой с такими же навыками, так что ей придется искать еду в другом месте. Кэти идет за ним и пытается убедить его, говоря, что их отряд стал самым сильным в мире благодаря ему. И большинство членов отряда до сих пор не знают, что он все это время поддерживал их из тыла. Она делает последнюю отчаянную попытку остановить его, но когда это не срабатывает, она просит его приготовить хотя бы один последний ужин и, может быть, еще несколько блюд. Деннис смотрит на нее и спрашивает, неужели это все, о чем она может думать? Кэти понимает, что никакие ее слова не изменят его решение. Поэтому она спрашивает его, что он собирается делать дальше, и Деннис делится своей мечтой открыть ресторан и благодарит ее за то, что она позволила ему присоединиться к Серебряному крылу. Он вспоминает, как Вига ревновал к тому, что Деннис был близок с Кэти, и всегда казалось, что он интересуется ею. Деннис извиняется за то, что не может остаться, и прощается с ней, оставляя свою жизнь искателя приключений позади. История продолжается, и Деннис наконец приезжает в маленький городок, где планирует открыть свой ресторан. Он начинает искать продукты и заходит в магазин, где владелец Палво пытается обманом заставить его купить дорогой холодильник под названием «Ледник». Но прежде чем Деннис совершает покупку, он вспоминает кое-что из своей любимой книги. «Как открыть ресторан для отставных искателей приключений». Он быстро открывает ее и убеждается, что лучше начать с небольших затрат. Затем он вспоминает, что может использовать магию льда,
и говорит продавцу, что холодильник ему не нужен. Выйдя из магазина, Деннис гордо поднимает свою книгу, потому что собирается следовать ей слово в слово. Он покупает заброшенный дом по очень низкой цене, относится к местным поставщикам с должным уважением, а затем покупает кастрюли для своей кухни. И когда он думает, что все готово, начинает. Он замечает в книге страницу, где предлагается нанять официанта вместо того, чтобы работать одному. В этот момент он видит толпу, собравшуюся вокруг торговца рабами. Мужчина продает рабыню, девушку, которая когда-то была дочерью знатного рода, но ее родители были побеждены и изгнаны. Торговец рабами расхваливает ее, чтобы продать подороже, а люди в толпе отпускают о ней всякие неприятные комментарии, от которых Денису становится не по себе. Но он говорит себе, что не может помочь всем. Однако, когда девушка поднимает голову и смотрит на него, Деннис вдруг видит в ее глазах отражение себя в прошлом. Люди начинают делать ставки от 300 до 800, и Деннис вдруг делает самое высокое предложение в миллион, от которого вся толпа теряет дар речи. Торговец рабами приходит в восторг и собирается продать девушку Денису. Но тут откуда ни возьмись, появляется Полво и предлагает 1,5 миллиона. Не в силах терпеть этого мерзкого человека, Деннис тут же поднимает ставку до 2 миллионов. Торги продолжаются и достигают 4 миллионов, и в конце концов Деннис тратит все свои деньги, чтобы купить девушку, и у него почти ничего не остается. После этого он ведет ее переодеться, и она выглядит очень мило в новом наряде. Вечером девушка тихо следует за Деннисом, хотя он говорит ей держаться рядом, но она все равно теряется, ее толкают. Она снова и снова натыкается на людей и получает от них выговоры. Куда бы она ни посмотрела, везде видит монстров, стоящих в холодном и незнакомом мире. Она стоит неподвижно, крепко вцепившись в свое платье. И тут Деннис находит ее и говорит, что она заставила его волноваться, потерявшись. Он приводит ее к себе домой и даже извиняется за то, что шел слишком быстро для нее. Девушка, наконец, произносит несколько слов и спрашивает, зачем он ее купил. Деннис отвечает, что она напомнила ему о чем-то из его прошлого. Затем он убеждается, что ей комфортно, и спрашивает, как ее зовут. Сначала она говорит, что он может называть ее просто рабыней. Но когда он мягко настаивает, она наконец говорит, что ее зовут Альер. Деннис вежливо представляется, и когда она спрашивает, что ей делать, он говорит, что она может пользоваться вторым этажом, как ей захочется, и что она может уйти, если захочет. Девушка смотрит на него с недоверием, и тут у нее громко урчит живот, поэтому Деннис улыбается и говорит ей подождать, пока он что-нибудь приготовит. Шеф-повар работает с большим мастерством, аккуратно добавляя один ингредиент за другим, и через несколько секунд блюдо готово. Девушка наблюдает за всем, что он делает, и когда она пробует еду, ее глаза загораются от радости, и она быстро доедает тарелку, проливая слезы. Деннис понимает, что девушке, должно быть, пришлось многое пережить, поэтому он решает не расспрашивать ее о прошлом, пока она не будет готова открыться ему. Он улыбается, наблюдая, как она наслаждается едой. Но когда он спрашивает, как ей понравилось, она съедает слишком много и начинает давиться, издавая странные звуки, которые заставляют Денниса волноваться, что кто-нибудь их услышит. На следующее утро девушка уже убрала весь дом, и он сияет чистотой. Деннис дает ей одежду для готовки и начинает угощать ее блюдами, которые он готовит. Он вовлекает ее во все свои дела, и вместо того, чтобы следовать за ним на расстоянии, девушка теперь идет рядом с ним. Когда все готово, Деннис энергично повышает голос и даже предлагает ей ударить его кулаком. Он решает назвать это место рестораном «Авантюрист» и начинает объяснять Альер ее новые обязанности. Он говорит ей, что теперь она их визитная карточка, и Альер даже начинает притворяться, что она официантка. Глядя на то, как она воодушевляется, Деннис чувствует гордость и искреннюю радость. Он в последний раз оглядывается, чтобы убедиться, что все в порядке. Убедившись, что они наконец готовы открыться, он громко кричит, чтобы поскорее пришел первый посетитель. Он надеется, что им понравится его еда, и они будут приходить 3 раза в день. И самое главное, он надеется, что они заплатят ему, потому что он теперь совсем разорился. В этот момент дверь ресторана открывается и входит искатель приключений. Он одет в доспехи в стиле ретро. Увидев посетителя, одетого с ног до головы в тяжелые доспехи, без единого просвета, Деннис теряет дар речи. Но потом он вспоминает урок из путеводителя, в котором говорится, что иногда приходят проблемные клиенты, которые не хотят, чтобы их беспокоили. Поэтому нужно уважать их границы и сделать их пребывание комфортным. Помня об этом, Деннис улыбается ему и просит Альер принести стакан воды. Пока рыцарь садится и читает меню, Деннис пристально смотрит на него, думая, что рыцарь закажет ему сложное блюдо. Но он робко указывает на маленькую миску с рисом и добавку.
Деннис спрашивает, не хочет ли он чего-нибудь еще, но рыцарь решительно отказывается. И когда Деннис спрашивает, не ест ли он мало, тот отвечает, что нет. И Деннис быстро понимает, что он просто разорился. После этого Деннис вздыхает и говорит парню, что приготовит кацудан. Но голос рыцаря дрожит, когда он объясняет, что у него нет денег. Раздраженный Деннис говорит, что сильный парень должен хорошо питаться. Но подумав секунду, он понимает, что услышал женский голос из-под громоздкого шлема. Через несколько минут леди-рыцарь по имени Генриетта признается ему, что ее отряд тоже выгнал ее и назвал ужасной, потому что они сказали, что женщины-рыцари не сильны и только мешают, поэтому им не нужна женщина в отряде. Она говорит, что пол не имеет ничего общего с мастерством, и Деннис соглашается, но она также признается, что сейчас у нее только 23 уровень, и он считает, что для ее уровня это неплохо. Затем она начинает восхищаться сильнейшим отрядом, Серебряным крылом. Потому что их вице-капитан тоже женщина-мечница, как и она. Генриетта фанатеет от легендарного алого быстрого меча, которого некоторые считают самой сильной женщиной-мечником из когда-либо существовавших. Но Деннис бормочет, что она может быть настоящей занозой, и когда она спрашивает, что это значит, он делает вид, что ничего не говорил. Затем Генриетта признается, что искала отряд, в котором не нужно было бы говорить, чтобы они не узнали, что она девушка. Но довольно сложно присоединиться к отряду, не поговорив с ними. И теперь у нее нет ни денег, ни работы. Закончив сеанс терапии, Деннис подает ей аппетитный кацудан и говорит, чтобы она наслаждалась им, пока он горячий, и заплатила ему в другой раз. Не теряя времени, Генриетта с удовольствием откусывает хрустящую котлету. И она так вкусно ее ест, что набивает щеки и называет это лучшей едой в мире. Когда она благодарит его после еды, он говорит ей, что она может стать постоянным клиентом, если хочет его отблагодарить. И Генриетта была бы не против, если бы не тот факт, что она не может зарабатывать деньги без отряда. Услышав это, он решает спросить своих клиентов, нужна ли им женщина-рыцарь. И просит ее прийти поесть еще раз, чтобы он мог сказать ей, нашел ли он группу. Вскоре в ресторан приходит группа парней и тоже удивляется, насколько вкусная еда. А маленькая официантка тоже очень милая. Они делают Денису комплимент, и он спрашивает Алиер, рада ли она, что они тоже назвали ее милой. Но она молча уходит, не проявляя никаких эмоций. Хотя она все еще выглядит намного счастливее, чем раньше, когда застенчиво обслуживает милую пожилую даму. В этот момент Деннис слышит, как парни говорят, что пришло время для их следующего приключения. Поэтому он спрашивает их, есть ли у них отряд, и говорит, что знает женщину-мечника, которая хочет присоединиться. Услышав, что это девушка, и она довольно умелая, их лидер с радостью берет ее в отряд. И он говорит Денису, что она может присоединиться уже на следующий день. Деннис немного удивлен, как быстро они согласились, и парень объясняет, что его отряду отчаянно нужен сильный боец. Позже вечером Генриетта не может поверить, что Деннис так быстро нашел ей отряд, и благодарит его, говоря, что отблагодарит его, потратив свою первую зарплату в его ресторане. Однако Деннис немного думает и говорит, что хотя он нашел для нее отряд, ей следует быть осторожнее с тем, к какому отряду она присоединится. Но прежде чем он объяснит, что имеет в виду, она говорит ему, что это не имеет значения, и она ничего не сможет сделать, если будет переживать из-за каждой мелочи. Видя, что она приняла решение, он подает ей еще одно вкусное блюдо, которое развеивает все тревоги Генриетты, и она обещает отплатить ему за доброту, неловко разговаривая и жуя с открытым ртом. Когда она вслух спрашивает, что ей заказать завтра, он понимает, что она может действительно есть у него каждый день, и на этом они прощаются. Той ночью, пока Деннис и Алиер убираются на кухне, последние два клиента говорят о том, как вкусно он готовит. А сразу после этого девушки обсуждают слухи о группе парней, которые набирают одиноких женщин-авантюристок, а затем нападают на них, заведя их глубоко в подземелье. Это сразу привлекает внимание Денниса. И он слышит, как девушка говорит, что парней не поймали, потому что они оставляют девушку там, чтобы скрыть улики, и переезжают в другой город после того, как сделают это 2 или 3 раза. Выслушав всю историю, он вспоминает группу из 4 парней, но надеется, что они неплохие. На следующий день, после того, как Генриетта представилась, их лидер и 3 других парней тоже представляются. Лидер говорит ей, чтобы она вела себя с ним так же, как и со всеми остальными, хотя технически он лидер. С этими словами они отправляются в лес. Генриетта спрашивает лидера, что это за задание, и он отвечает, что это просто сбор. Услышав, что им нужно только зайти внутрь и собрать несколько предметов, Генриетта интересуется, что это за предметы. Но парни говорят, что объяснят внутри. Но она решает пойти с ними, чтобы не было неловко. Внутри она быстро побеждает всех монстров на 1 уровне, и парни делают ей много комплиментов, от которых она краснеет, но когда лидер говорит, что пора идти глубже, она очень рада, что ее отряд полагается на нее, в отличие от того, что было раньше, когда ее осуждали только за то, что она девушка. Она думает, что с новым отрядом все будет хорошо.
не зная, что фальшивые улыбки на их лицах исчезают, когда она не смотрит. По мере того, как отряд продвигается вглубь, они попадают в ловушку, которая вызывает гигантского голема. Но Генриетта сразу же бросается в бой и мгновенно отрубает ему руку. И она продолжает наносить урон в течение нескольких часов, пока не устает настолько, что у нее подкашиваются ноги. Однако лидер удивляется, что она уже устала. И она напоминает ему, что он сказал, что их цель не так уж далеко, но лидер говорит, что уже почти пришли, и она продолжает идти, пока не добирается до хрустальной шахты. Там парни объясняют, что пришли сюда за синими кристаллами, которые называются кристаллами памяти, и сразу же начинают их собирать. Услышав это, Генриетта вздыхает с облегчением и садится, выглядя измученной. Поэтому лидер просит мага Мармока наложить на нее восстанавливающую магию. Но вместо этого он оглушает ее заклинанием, от которого ее тело становится очень слабым. И когда она пытается схватить свой меч, лидер наступает ей на руку и отбрасывает его ногой. Генриетта быстро понимает, что ее оглушили, и лидер благодарит ее за то, что она такая глупая и легко поддается лести. Но Мармок защищает ее и говорит, что именно из-за того, что она такая глупая, они собираются создать с ней приятные воспоминания. Глядя на нее с отвращением, лидер говорит, что женщины-мечники – лучшая добыча, потому что у них красивые тела. И сообщает ей хорошую новость, что отпустит ее после того, как его банда повеселится в течение часа. Мармок желает ей удачи в спасении, потому что она не сможет вернуться из-за его оглушения. В этот момент Генриетта жалеет, что не послушала совета Денниса и не была осторожнее, когда заметила, что группа ведет себя подозрительно. Затем они начинают снимать с нее тяжелую броню, и лидер ясно дает понять, что никто не придет за ней, как бы она ни кричала. И как раз в тот момент, когда она теряет всякую надежду, парни замечают странный шум, который может быть другой группой. Как только лидер приказывает Хендрику проверить, в него летит огромный камень и врезается прямо в него. Парни в замешательстве смотрят на монстра с двумя мясницкими ножами и мешком на лице. Их сердца бешено колотятся, и они не понимают, монстр это или очень мускулистый парень с большими кухонными ножами. Но лидер быстро приказывает Мармаку использовать поиск и найти его слабое место. Заклинание не срабатывает, и он понимает, что уровень мясника слишком высок, чтобы найти его слабое место. Пока лидер не может поверить, что это возможно, мясник появляется позади него, и один удар его ножа отбрасывает его к стене, а остальные дрожат от страха. Они пытаются убежать. Но мясник избивает их, а Генриетта задается вопросом, кто этот странно умелый повар, который ее спасает, и теряет сознание. Позже вечером она рассказывает Денису обо всем, что произошло, и что она очнулась в приемной гильдии. И говорит, что не может отблагодарить своего героя с тесаками. Деннис понимает, как это было тяжело, и она также рассказывает, что, как ни странно, нападавшие были найдены аккуратно связанными у входа в подземелье. И после того, как гильдия разобралась с этим, выяснилось, что за их головы назначена награда. Она признается, что все это было похоже на сон. И она усвоила урок, что нужно тщательно выбирать товарищей по команде, как он ей и говорил. Но Деннис тоже чувствует себя виноватым, что не проверил их заранее. Генриетта утверждает, что он только помог ей найти отряд. У нее очень громко урчит в животе, и хотя она паникует, что у нее все еще нет денег, Деннис просит ее заказать все, что она хочет, не стесняясь. Услышав это, она робко заказывает стейк ходжин, и Деннис удивляется, потому что это самое дорогое блюдо в меню. Она тут же отказывается и выбирает самое дешевое блюдо. Но Деннис говорит, что она не может отказаться от заказа, и просит Алиера взять выходной и присоединиться к ней за ужином. В этот момент заходят завсегдатаи и заказывают паламу гратен. Через несколько минут Деннис подает стейк хаджин, от которого Генриетта и Алиер улыбаются от счастья. Девушки спрашивают его, почему он был закрыт последние 2 дня, ведь это плохо для нового бизнеса, такого как его ресторан. Он объясняет, что у него были важные дела. Генриетта замечает, что он очень похож на ее героя сзади, но прежде чем она успевает спросить его, заходит еще один посетитель. На следующее утро Генриетта не умолкает. И когда она наконец что-то спрашивает у Денниса, он отвечает, что не думал, что она вообще с ним разговаривает. После этого он плавно меняет тему и спрашивает, что она хочет съесть. Она выбирает рамен с волшебством, и шеф-повар быстро приступает к работе. Готовя еду, он признается, что на самом деле все время слушал, а затем возвращается к ее вопросу, спрашивая, почему она хочет скрыть свой пол. Когда у Генриетты нет ответа, Деннис говорит ей делать то, что она считает правильным, и поддает ей дымящуюся тарелку рамена с волшебством, который она заказала. Генриетта молча принимает его совет и встает со своего места. Она просит на минутку зайти в подсобку и быстро снимает всю свою броню. Когда она возвращается, на ней совершенно другой наряд. По дороге домой она думает о том, что люди часто забывают, кто они такие. Но вместо того, чтобы поддаться этому, она понимает, что быть собой гораздо лучше. Даже Лир одобрительно кивает, увидев ее новый наряд, и Генриетта краснеет от волнения.
Затем Генриетта начинает есть и наслаждается каждым кусочком. Деннис с улыбкой наблюдает за ней, радуясь, что она так счастлива. Но вдруг он задает вопрос и спрашивает, не хочет ли она присоединиться к отряду. Он напоминает ей, что как только она закончит есть, ей нужно найти работу и начать платить по счетам. Когда Генриетта слышит, что шеф-повар ведет счет, она выходит из себя и начинает возмущаться. Пока продолжается хаос, дверь открывается, и в ресторан заходит сияющий искатель приключений. Он спокойно садится и прячется за меню, готовясь сделать заказ. Деннис смотрит на нового посетителя и не может понять, красивый ли это парень или милая девушка. Когда посетитель спрашивает, что здесь вкусно, Деннис уверенно отвечает, что все на высоте. Но из-за расплывчатого ответа гостям становится сложнее сделать выбор. После недолгих жалоб шеф-повар рекомендует вритра коцудин. Но посетитель сразу отказывается, говоря, что не хочет рисунки. Генриетта предлагает несколько вариантов, начиная с ее любимой пасты. Затем переходит к элпай-удон, но ничто не привлекает внимания гостя. Наблюдая за этим, Деннис все больше раздражается, его терпение на исходе. Генриетта снова вмешивается, на этот раз пытаясь успокоить шеф-повара, объясняя, что дети иногда бывают очень нерешительными. В этот момент Алиер подходит к посетителю и предлагает заказать жареный рис, если он действительно не может определиться. Голубоволосый гость соглашается и заказывает жареный рис, и Деннис улыбается, возвращаясь на кухню. Он готовит блюдо с присущим ему мастерством, идеально прожаривая его и добавляя несколько креветок. Когда посетитель пробует первую ложку, он замирает в восторге, полностью растворяясь в богатом, восхитительном вкусе. Пока мальчик продолжает есть, Деннис вспоминает, что заметил раньше, и говорит, что посетитель вошел, вздыхая, как будто ему нужно было с кем-то поговорить. Мальчик отвечает, что ничего особенного, и Деннис говорит ему, что ничего страшного, если он не хочет делиться. Но мальчик все же решает открыться и говорит, что настоящая проблема в том, что вокруг него слишком мало людей. Его слова шокируют всех, включая Денниса, потому что мальчик ведет себя так, будто ему нравится хвалить себя. Затем новичок спрашивает Денниса, хочет ли он услышать, что он имел в виду, и хотя Деннис отказывается, мальчик все равно начинает говорить. Он объясняет, что у окружающих его людей слабый характер, и они думают только о том, чтобы их хвалили, а не о том, чтобы стать по-настоящему сильной командой. Деннис смотрит на Генриетту и говорит ей, что ей должно быть стыдно. Генриетта хмурится и жалуется, что шеф-повар иногда бывает слишком грубым. Прежде чем они успевают продолжить, новичок хлопает руками по столу и встает, явно желая, чтобы все его услышали, и кричит, что не может терпеть таких немотивированных авантюристов и считает такое отношение непростительным. Затем он снова начинает блефовать и говорит, что когда он так говорил со своей командой, они его выгнали. Деннис чувствует себя неловко, потому что не понимает, почему его ресторан продолжает привлекать изгоев со всего мира. Генриетта отвечает, что тоже не знает, но мальчик продолжает говорить. Он уверенно заявляет, что скоро станет достаточно сильным, чтобы присоединиться к Серебряному ветру и стать их самым могущественным волшебником. Деннис советует ему быть осторожнее, иначе он может остаться один. Когда мальчик заканчивает есть, он расплачивается и уходит, представившись Вивии Стрэнджи, сказав, что в следующий раз закажет жареный рис с креветками. Мальчик снова приходит пообедать и сразу делает заказ. Как обычно, он без умолку болтает и объявляет, что решил присоединиться к самой сильной команде здесь, к ночным странникам. Он хвастается, что у него много продвинутых навыков, и говорит, что скоро он станет членом Серебряного крыла. Деннис приносит еду, и мальчик продолжает мечтать о своем будущем в Серебряном крыле. Деннис втайне надеется, что мальчик найдет надежную команду, которая поможет ему стать настоящим авантюристом. Затем Деннис спрашивает о его первом задании, и мальчик объясняет, что собирает материалы для синтеза вкуса где-то на 5-м этаже. Услышав это, Деннис немного нервничает и использует свой навык поиска, чтобы узнать, что у мальчика всего 17-й уровень. Хотя это довольно высокий уровень для его возраста, Деннис знает, что 5-й этаж предназначен для людей не моложе 35 лет. Он спрашивает мальчика, не кажется ли ему, что это слишком сложно для него. Но мальчик уверенно отвечает, что его будут поддерживать самые элитные члены группы. Деннис вспоминает, как мальчик раньше хвастался, что знает все продвинутые навыки. Но теперь он почти уверен, что мальчик только читал о них и убедил себя, что может их использовать. Уровень человека отражает количество и качество его навыков. И если бы у него действительно было так много навыков, его уровень был бы намного выше. Вивия говорит, что это только показывает, чего от него ждут в команде, но Деннис все равно выглядит обеспокоенным. Мальчик быстро добавляет, что такой повар, как он, этого не поймет, потому что он, наверное, никогда не был в подземелье. Так что мистер Шеф просто подыгрывает.
хотя в последний раз он был на 37-м этаже. Перед уходом мальчик говорит, что в следующий раз придет с зажаренным рисом с крабами. Через некоторое время Лир и Деннис отправляются за покупками, а очаровательная маленькая девочка тщательно пересчитывает яйца и мясо, чтобы ничего не забыть. Пока она занята покупками, Деннис погружен в свои мысли и беспокоится о Вивии, которая, должно быть, уже добралась до 5-го этажа. Он думает, что зря отпустил мальчика и должен был остановить его, несмотря ни на что. Но в конце концов он отмахивается от этой мысли. Лир дергает его за одежду и говорит, что надеется, что с Вивией все в порядке. В этот момент мимо них проходят два авантюриста, которые обсуждают судьбу Вивии и то, что их капитан Хоппер специально отправил мальчика на 5-й этаж, чтобы посмотреть, выживет ли он. Услышав это, Деннис тут же бросается к ним, хватает обоих и тащит в ближайший переулок, а затем швыряет на землю. Авантюристы достают оружие и представляются членами ночных странников. Но, несмотря на это, именно их избивают. Деннис уходит с информацией, за которой пришел. Когда Деннис возвращается к Альер, он извиняется и говорит, что им придется закрыть ресторан на сегодня. Он видит, что она тоже волнуется, и она тихо просит его быть осторожным. Деннис улыбается ей и говорит, что ей не о чем беспокоиться. Тем временем на 5-м этаже Вивиан бежит по подземелью, крича на гоблинов, чтобы они держались от него подальше. Авантюристы, которые пришли с ним, уже бросили его, сказав, что это какое-то испытание и что их капитан Хоппер возлагает на него большие надежды. Вивия паникует, думая, что он должен хотя бы добраться до 3-го уровня, чтобы быть в безопасности. Но на бегу он спотыкается, и внезапно вокруг его ног начинают расти лианы. Он пытается вырваться, но лианы кажутся заколдованы, и в них пульсирует магия. Он пытается произнести заклинание, чтобы разрушить магию, но его разум совершенно пуст, и он не может вспомнить заклинание. Он начинает паниковать и боится, что гоблины разорвут его на части, когда догонят. Но прежде чем они успевают до него добраться, появляется девушка и спасает его, перерезая лианы и произнося нужное заклинание. Когда она уводит его в безопасное место, Вивия смотрит на нее и благодарит, впечатленный тем, что она знает, как использовать магию разрушения заклинаний. Девушка спокойно говорит ему, что сейчас не время расслабляться, и им нужно найти выход. Когда Вивия спрашивает, не заблудилась ли она тоже, она объясняет, что ее группа бросила ее после того, как она попала в ту же ловушку, и никто не пришел ей на помощь. Затем она говорит ему, что им нужно подождать вместе, на случай, если кто-нибудь придет его спасти. Но Вивия тихо признается, что за ним тоже никто не придет. Пока они сидят и разговаривают, они постепенно понимают, насколько они похожи. В этот момент гоблины приближаются, и Вивия тут же пытается вести себя как герой, рассказывая о своем плане стать приманкой, чтобы у Синтии было время сбежать. Хотя она протестует и просит его подождать помощи. Он настаивает, что обязан ей жизнью, и убегает, прежде чем она успевает его остановить. Стоя лицом к лицу с гоблинами, он кричит, что хочет, чтобы она выжила, и бросается на монстров. Он заставляет себя сохранять спокойствие, надеясь, что Синтия благополучно сбежит, и произносит защитное заклинание под названием «Ладонь», чтобы сдержать гоблинов. Заклинание действует какое-то время, но в конце концов существа прорываются и бросаются на него. В этот момент появляется Деннис в бюджетной маске и использует один из своих навыков, чтобы заманить гоблинов в кастрюлю. Вивия в шоке кричит, указывая на него и называя его монстром, и в панике снова и снова произносит заклинание «Ладонь». Деннис ругает его. И тут Вивия наконец понимает, что человек в маске — это Деннис. Деннис срывает маску и спрашивает, зачем он вообще ее надел, а затем бьет Вивию по голове за то, что она устроила самоубийственный трюк прямо перед гоблинами. Когда Деннис начинает тащить его за собой, Вивия тихо говорит, что с ним еще кто-то есть. Он беспокоится, что Синтия, возможно, уже сбежала. Но Деннис говорит, что по пути сюда никого не видел. Мальчик указывает на ближайшую яму и говорит, что она, возможно, все еще там, но когда они заглядывают внутрь, то находят только останки человека, который, вероятно, давно умер. Позже в гильдии они узнают, что девушку звали Синтия Дред. Она была авантюристкой, которая 13 лет назад на 5-м этаже отделилась от своей группы, и с тех пор о ней ничего не было слышно. Двое мужчин собирают ее останки и хоронят ее. Деннис говорит, что слышал легенды о павших авантюристах, чьи духи иногда появляются, чтобы защитить живых, и Вивия начинает плакать. Он благодарит ее за спасение и обещает, что будет приходить на ее могилу, и однажды станет волшебником номер 1, который будет защищать таких девушек, как она. По пути обратно в ресторан Деннис легонько хлопает мальчика по спине, говоря ему, чтобы он не унывал, и Синтия сможет покоиться с миром. Но Вивия только вздыхает и говорит, что ему нужно хотя бы немного погрустить. На следующий день в штаб-квартире ночных мисс мужчина зовет девушку по имени Бахля и ругает ее за то, что она слишком долго возится с отчетами. Она продолжает извиняться, пока он без остановки ее отчитывает, и пытается объяснить, что цифры не совпадают.
Но он бьет ее стопкой бумаг и говорит, чтобы она продолжала работать, пока не закончит. После этого она не спит всю ночь и, наконец, находит ошибку. Оказывается, несовпадающие цифры были из-за небрежной работы ее начальника. Она напоминает себе, что завтра ей нужно рано вставать, и тут у нее громко урчит в животе. Ей становится грустно, когда она понимает, что у нее не было ни обеда, ни ужина, а все рестораны уже закрыты. Тут она вспоминает о новом месте, которое недавно открылось, но когда она приходит туда, то видит, что Алиер собирается закрываться и теряет всякую надежду. Однако Алиер замечает ее и приглашает внутрь, чтобы попросить Денниса обслужить последнего клиента перед закрытием. Услышав, как она заступается за кого-то, Вивия удивляется. Генриетта говорит, что это не помешает. Деннис приветствует девушку и просит ее выбрать блюдо. Сев за стол, Бахля заказывает фирменное блюдо дня. Пока Деннис готовит, она молча наблюдает, как Генриетта и Вивия болтают за стойкой. Видя, как им весело вместе, она начинает завидовать их хорошему настроению. Потому что ее жизнь — это только работа, у нее нет друзей, и она никогда не отдыхает по-настоящему. Поэтому она думает о том, чтобы начать общаться в ресторане. Через несколько минут Деннис подает ей еду, и Бахля тупо смотрит на тарелку, потому что выглядит это невероятно. Он говорит ей, чтобы она ела, пока не остыла, и она макает еду в соус и пробует первый кусочек. Ее глаза сияют, и она говорит, что никогда в жизни не пробовала ничего подобного. Услышав это, Генриетта улыбается и говорит, что все, что готовит Деннис, очень вкусно. Она начинает перечислять лучшие блюда, которые пробовала, и Вивия удивляется, как много она знает. Генриетта с гордостью говорит, что она первый клиент ресторана. Деннис поправляет ее, говоря, что она еще и первая халявщица, которая слишком расслабилась, потому что он позволяет ей заплатить позже. Он говорит ей, чтобы она уже нашла работу, а она отвечает, что у Вивии тоже ее нет. Наблюдая за их спором, Бахля ни с того ни с сего начинает смеяться, и Деннис извиняется за беспокойство, но тут все замирают, потому что Бахля вдруг начинает плакать. Она думает, что это удивительно, что существует такое место с добрыми людьми и вкусной едой. Но все, что она получает, это оскорбления и долгие ночи, и каждое утро она просыпается с желанием покончить со всем этим. Тут она вспоминает свое детство, когда удивляла семью своими магическими способностями, и они годами копили деньги, чтобы она уехала из деревни и стала волшебницей, которой они могли бы гордиться. Тогда директор ее школы был так впечатлен, что даже предложил Бахле работу там. Но Бахля хотела зарабатывать настоящие деньги, путешествуя, чтобы отправлять их домой, поэтому она вступила в самую сильную гильдию в городе. Вернувшись в настоящее, Генриетта замечает, что Бахля уходит и спрашивает, все ли с ней в порядке. Вивия говорит, что она работает в ночных мисс. В той же гильдии, которая отправила его на невыполнимое задание. Он говорит, что видел ее только один раз, но то, как с ней там обращались, было очень тревожным. Услышав это, Генриетта спрашивает Денниса, может ли он что-нибудь с этим сделать, и Вивия соглашается. Но Деннис говорит, что он всего лишь повар. Его работа — кормить людей, и это проблема, с которой девушка должна справиться сама. На следующее утро Бахля выключает будильник в 3 часа и сворачивается калачиком в постели. Она не спала всю ночь и теперь едва может двигаться. Она беспокоится, что опоздает, и снова засыпает. Проходит 2 часа, и она быстро собирается. Она спускается вниз и извиняется перед своей командой, а мужчина ругает ее за то, что она так бесстыдно заставляет старших ждать. После этого они отправляются в подземелье. Там мужчину сбивает с ног монстр-волк. Но прежде чем он успевает полоснуть его по лицу, Бахля использует магию ветра и отбрасывает его. Однако вместо того, чтобы поблагодарить ее, он отталкивает ее и смотрит угрожающе. Позже вечером его слова эхом отдаются в ее голове, потому что он исказил историю, сказав, что она пыталась опозорить его и присвоить себе заслуги за убийство. А когда она попыталась объяснить, они заставили ее извиниться и назвали недостойной быть в команде. Тем временем Генриетта и Вивия идут рядом. Разговаривая о еде и работе, Вивия вдруг замечает, что Бахля идет одна со странным выражением лица. Они тихо следуют за ней к башне, где Вивия понимает, что она серьезно настроена прыгнуть. В этот момент Бахля думает, что жизнь больше не стоит того, чтобы жить, и один шаг положит ей конец. Сразу после того, как она спрыгивает, Генриетта бросается вперед и успевает схватить ее в полете. Вивия подставляет ладонь, чтобы смягчить приземление. В это же время Деннис глубоко задумался, когда мимо проходит Алиер без одежды. Она небрежно спрашивает, закончились ли у них полотенца. Он говорит ей, что нельзя так ходить, потому что они закончились. Он спешит внутрь, чтобы найти одно. Тут входит Генриетта с Бахля на спине. Вивия встревожена. Он спрашивает, почему на Алиер нет одежды, и думает, что это какая-то бесстыдная бизнес-тактика. Он кричит на нее, чтобы она оделась, но она настаивает, что не будет ничего надевать, пока не высохнет. Услышав, что Генриетта снова зовет его, Деннис поворачивается, чтобы отругать ее, но останавливается, увидев, что Бахля потеряла сознание у нее на плече. Позже Деннис говорит, что это должно было случиться, потому что она из тех честных людей, которые работают до изнеможения. А Вивия шутит, что у Генриетты в ближайшее время такой проблемы не будет.
Деннис немного обеспокоен тем, как хорошо они ладят. Пока Алиер присматривает за девушкой, Вивия спрашивает, как они могут решить ее проблему. Поэтому Деннис решает поговорить об этом с труппой «Ночной туман». Через несколько часов приходит капитан «Ночного тумана» и извиняется перед Деннисом за проблемы, которые создала Бахля. Но Деннис говорит, что ему тоже стоит извиниться за то, что он избил двух своих парней. Мужчина представляется как Хоппер, капитан «Ночного тумана», а Деннис просто говорит ему, что он владелец ресторана. После этого Хоппер быстро переходит к делу, и Деннис узнает, что этот человек намного сильнее обычных авантюристов 51 уровня, как и ожидалось от лучшей команды в городе. Когда Хоппер упоминает Бахля, Деннис объясняет, что она отдыхает в постели и явно не в состоянии работать. Он вежливо спрашивает, отпустят ли они ее и дадут ли ей отдохнуть. Но Хоппер отказывается и говорит, что они полностью контролируют ее. Его приспешник бросает на стол контракт, и, прочитав его, Деннис злится и называет его ужасным, потому что они взвалили слишком много работы на одного человека. Хоппер отвечает, что они так и работают. Но Деннис возражает, что авантюристы должны иметь право покинуть команду. Хоппер говорит ему не лезь не в свое дело. И это так злит Денниса, что он начинает кричать на них за то, что они выжимают из Бахля все соки, как рабовладельцы. Обвинение так злит Хоппера, что он разбивает кружку голыми руками, пугая Вивию и Генриетту. После этого капитан говорит, что их команда самая сильная в городе. Так что они здесь закон. Он требует, чтобы Деннис немедленно отдал Бахля, и говорит, что это последний раз, когда он просит вежливо. Тем временем наверху Бахля лежит в постели, жалея, что ее спасли. Внезапно Алиер говорит ей, что она может умереть, если захочет, и говорит, что когда-то она тоже думала о смерти, когда у нее отняли все, что было ей дорого. Ее продали в рабство. Она погрузилась во тьму и потеряла надежду. Но потом с ней случилось что-то хорошее, и это изменило ее жизнь. В конце концов, Алиер говорит Бахля, чтобы она сначала поела чего-нибудь вкусного. И если после этого она все еще будет чувствовать то же самое, то, возможно, смерть — единственный выход для нее. Но Бахля говорит, что была бы счастлива, если бы Бахля решила жить дальше. Вернувшись вниз, Деннис спрашивает Хоппера, считает ли он себя королем или важной шишкой. Мужчина просто улыбается и говорит, что самая сильная команда в городе подземелья фактически владеет им. Потому что никто другой не может их победить. Он даже приводит в пример Серебряное крыло. Но Деннис возражает, что Серебряное крыло совсем не похоже на их мерзкую команду. Хоппер настаивает, что единственная разница в том, что Серебряное крыло контролирует дворян и королевские семьи, а они — маленький город. Затем он называет ресторан Денниса убогим местом, которое легко сгорит. И когда Деннис спрашивает, не угрожает ли он, Хоппер просто смеется и говорит, что никому не будет дела до того, что сгорит какой-то жалкий ресторанчик. В отчаянии Деннис готов ударить этого человека. Но тут входит посетитель. С широкой улыбкой Кэти говорит, что его ресторан выглядит великолепно и в нем уютно, как он и любит. Деннис извиняется и говорит, что занят чем-то важным, но это ее раздражает. Она говорит, что проделала весь этот путь, чтобы увидеть его, и спрашивает, не собирается ли он хотя бы приготовить ей ужин. В этот момент у Хоппера отвисает челюсть, когда он замечает рыжие волосы и символ серебряного крыла на ее пальто. Он выпаливает ее прозвище, но Кэти обижается, что старик так небрежно обращается к ней. Затем она снова поворачивается к Деннису и продолжает просить ужин. Но он говорит ей подождать у стойки, пока он не закончит разговор, и она надувает губы. Деннис снова поворачивается к Хопперу и говорит, что не хочет драться, и спрашивает, есть ли способ мирно отпустить Бахля из отряда. Прежде чем Хоппер успевает ответить, Кэти кричит, что хочет забрать милую голубоволосую девушку. Но Деннис поправляет ее, что это мальчик. В замешательстве Вивия спрашивает, не вице-капитан ли она Серебряного крыла и откуда она знает Денниса. Кэти удивлена, что он им ничего не сказал. И прежде чем Деннис успевает ее остановить, она небрежно сообщает, что он был частью Серебряного крыла и был ее лучшим напарником. Услышав это, все в комнате ошеломлены, а Хоппер начинает дрожать, понимая, что чуть не нажил себе врагов не с тем человеком. Когда его приспешник спрашивает, что делать, Хоппер быстро говорит сжечь контракт, говорит, что Бахля может уйти из отряда, и выбегает из ресторана, желая ей скорейшего выздоровления. Когда они уходят, Кэти говорит, что ей совсем не понравилось их поведение, особенно то, что они приставали к ее Деннису, но Деннис напоминает ей, что он ей не принадлежит. Кэти предлагает выгнать их из королевства. И хотя Деннис благодарен, он также предупреждает ее, чтобы она не увлекалась только потому, что у нее есть власть. Это ее немного раздражает, но его доброе сердце — это то, что ей в нем больше всего нравится. Пока Генриетта и Вивия молча смотрят, Деннис спрашивает Кэти, что она хочет съесть. Тут появляется Алиер с Бейлом и заказывает фирменное блюдо дня. Кэти тоже заказывает то же самое и начинает есть. Пока Бейл молча наблюдает за ней, Деннис говорит ей, чтобы она ела, пока не остыла. И после первого кусочка она так быстро все съедает, что все за столом улыбаются.
На следующий день в штаб-квартире Серебряного Крыла Кэти заходит и слышит, как остальные говорят о том, что капитан в последнее время в плохом настроении, потому что отряд не справляется с новыми заданиями. Тут она сталкивается с Виго, который явно раздражен. Внезапно он говорит двум ближайшим членам отряда уйти и быстро спрашивает Кэти, зачем она встречалась с Деннисом, о чем он узнал от птички. Кэти шутит, что его птичка очень быстрая, а потом говорит, что давно не ела еду Денниса. Но на самом деле, насладившись фирменным блюдом дня, Кэти пригласила Денниса вернуться в Серебряное Крыло, потому что без него команда разваливается. Он ясно дал понять, что не собирается возвращаться. Даже когда она сказала ему, что Виго и остальным без его поддержки приходится нелегко, Деннис объяснил, что ему нравится его новая жизнь. И хотя большинство его постоянных клиентов чудаки, ему нравится спокойная жизнь. Когда Кэти спросила, изменит ли что-нибудь ее мольба, он напомнил ей, что с самого начала был поваром, а не искателем приключений. Расстроенная его ответом, Кэти пытается убедить Виго пригласить Денниса, но капитан категорически отказывается и говорит ей забыть об этом. Она возражает, что все шло так хорошо, когда он был в команде, так почему бы не позвать его обратно? Но Виго заканчивает разговор и уходит. Тем временем в ресторане становится все оживленнее. И Генриетта говорит, что это логично, потому что Деннис готовит вкусную еду, а все любят вкусную еду. В этот момент Вивия удивляется, увидев там Бахля, и Бахля благодарит ее за то, что она зашла. Она говорит, что теперь живет в ресторане. Генриетта говорит ей не переутомляться. Но Бахля говорит, что ей скучно сидеть на месте. К тому же ей помогает милый старший брат. Тут приходит Деннис с едой, и они, как всегда, радуются, увидев, что он приготовил. Генриетта пробует хрустящие креветки и говорит, что именно поэтому все больше людей становятся постоянными клиентами, как она. Но Деннис напоминает ей, что она скорее нахлебница, чем постоянный клиент. Услышав это, Вивия и Бахля удивляются, что она до сих пор не расплатилась с ним. Но Генриетта настаивает, что она пытается найти работу, но сейчас у нее трудности. Деннис холодно смотрит на нее, и она наконец извиняется за то, что оправдывается. Тут заходят еще посетители, и Вивия спрашивает Денниса, сможет ли он обслужить их всех. Он объясняет, что Алиер очень помогает, и Вивия замечает, что в последнее время она выглядит счастливой. Может, с ней случилось что-то хорошее? Сразу после этого у Денниса из рук выскальзывает тарелка, и он спрашивает Вивию, может ли он зайти к ней в следующий выходной, потому что хочет кое о чем поговорить. Генриетта тут же предлагает свою помощь, но Деннис сразу же отказывает ей, что только усиливает ее любопытство по поводу того, о чем они собираются говорить. Позже вечером Генриетта чувствует себя неловко, зная, что ей придется принять душ в общественной бане, потому что у нее все еще нет денег. Когда она вспоминает, что Деннис назвал ее нахлебницей, она начинает думать, что он может выгнать ее из ресторана, если она продолжит в том же духе. Поэтому она решает что-то предпринять, пока не поздно. Тем временем в следующий выходной Вивии Деннис наконец садится с ней и признается, что у Алиер теперь есть парень. И Вивия шокирована тем, что Деннис хотел поговорить именно об этом. Деннис объясняет, что в последнее время он давал ей немного денег. Но теперь она постоянно куда-то уходит. Он говорит, что очень волновался, пока не увидел, что она гуляет с каким-то парнем. Вивия думает, что это хорошо, что она заводит друзей, но Деннис хлопает по столу и говорит, что будет еще хуже, если они станут больше, чем просто друзьями. Когда Вивия спрашивает, почему он просто не спросит ее напрямую, Деннис смущается и говорит, что это прозвучит странно. В отчаянии он говорит, что парень должен был хотя бы принести ему коробку печенья, если он серьезно к ней относится. А потом он заявляет, что не позволит ей встречаться с каким-то слабаком ниже 80 уровня. Внезапно за его спиной появляется Алиер и дергает его за рубашку, спрашивая, о чем он говорит, что заставляет Денниса нервничать. Вивия быстро прикрывает его, говоря, что он пришел учиться готовить. И Деннис показывает ему большой палец в знак благодарности за быстрое спасение. Тут Алиер говорит, что тоже хочет научиться готовить, и Деннис радуется и говорит ей помыть руки, прежде чем они начнут. Позже он показывает ей, как правильно нарезать лук, чтобы изменить вкус. А когда она говорит, что у нее болят глаза, он паникует и быстро рассказывает ей, как с этим справиться. Но когда Вивия говорит, что у него тоже болят глаза, Деннис просто желает ему удачи. После этого он хвалит Алиер, когда она правильно нарезает лук. Но когда Вивия тоже хорошо справляется, Деннис почти никак не реагирует. Наблюдая за тем, как Алиер старается изо всех сил, Деннис вспоминает свое детство. Однажды он спросил свою учительницу, хорошо ли он справляется, и она сказала, что он жульничает, используя навык. Поэтому он спросил, откуда она знает, и она ответила, что всегда знает, что он задумал. Вернувшись в настоящее, Алиер выводит Денниса из задумчивости и говорит, что случайно разбила яйцо. Он помогает ей исправить это и с удовольствием учит ее правильно разбивать яйца, смешивать их и обваливать мясо в панировке. Затем они обжаривают мясо, и вскоре котлета Бертора готова. Деннис говорит Алиер, что она отлично справилась для первого раза.
С другой стороны, когда Вивия с гордостью показывает свою котлету, Деннис просто говорит, что она выглядит хорошо, даже не взглянув на нее. В этот момент раздается бой часов, и Вивия выбегает из комнаты. Она говорит, что ей пора идти. Деннис спрашивает, куда она идет, и она просто отвечает, что на улицу, как будто он этого не знает. Глядя ей вслед, Вивия думает, не идет ли Алиер на свидание со своим парнем, что снова заставляет Денниса нервничать. В этот момент из своей комнаты выходит Бокл, и Деннис быстро говорит ей, чтобы она доела 2 тарелки и пошла за покупками, потому что ему нужно срочно поговорить с Вивией, которая явно не хочет идти. В то же время Бокл выглядит обеспокоенной, потому что не уверена, что справится с покупками одна. В этот момент как раз вовремя появляется Генриетта и с гордостью объявляет, что сдала экзамен на вечеринку. Но Деннис игнорирует это и спрашивает, может ли она помочь Бокл с покупками. Генриетта с радостью соглашается, и Деннис говорит им, что рассчитывает на них, прежде чем выбежать на полной скорости, заставляя девушек задуматься, что случилось. В городе Вивия пытается убедить Денниса остановиться, потому что они определенно выглядят как преследователи. Но Деннис отмахивается, говоря, что он ее опекун. Вивия говорит, что тогда ему нужно просто подойти к ней, а не вести себя как придурок. В этот момент Деннис хватает Вивию за голову и показывает на парня, который осмеливается очаровывать его милую девушку. Вивия говорит, что они еще не знают, просто ли он друг. Но когда парень ведет ее в ювелирный магазин, Деннис выходит из себя, думая, что она собирается выйти оттуда с обручальным кольцом, а это слишком рано. Сначала Вивия спрашивает, не зайти ли им внутрь. Но увидев, как Деннис мысленно ломается, он придумывает идею получше. Тем временем Генриетта сидит одна неподалеку и выглядит обеспокоенной. Бокл спрашивает ее, что случилось. Она признается, что ей нужно быстро заработать денег, пока Деннис не начал ее ненавидеть. И когда Бокал спрашивает о ее зарплате за подработку, она говорит, что все уходит на ремонт снаряжения и покупку лечебных предметов, потому что она постоянно получает травмы. Она говорит, что ее деньги просто исчезают, как бы усердно она ни работала. И это логично, ведь Бокл танк. Генриетта говорит, что пытается придумать другой способ отплатить ему, и Бокл обещает, что поддержит ее, что ее радует. В этот момент они слышат, как 2 парней обсуждают слух о том, что капитана ночного тумана унизил владелец ресторана, который раньше был серебряным крылом. Они задаются вопросом, попытается ли ночной туман отомстить ему. Тем временем Деннис все еще не понимает, почему гениальный план Вивии включает в себя мегафон. Вивия объясняет, что устройство зачаровано магией, чтобы передавать голоса на большие расстояния. Деннис все еще не понимает, как это поможет, и Вивия говорит, что здесь нужен гениальный маг, такой как он. После того, как он произносит заклинание, раздается голос Лиера. Деннис искренне впечатлен, но Вивия признается, что не очень гордится этим. Затем они слышат, как Лиер говорит, что ей это нравится, что это круто, и она будет хранить это вечно. Это ошеломляет их обоих, но когда она говорит, что рада знакомству с ним, Деннис так громко паникует, что пожилая женщина неподалеку начинает что-то подозревать. В этот момент вор использует магию ветра, чтобы схватить сумку женщины и убежать. Деннис кричит, зовя на помощь. Но узнав, что вор украл только сумку, он поворачивается к Вивии и просит ее помочь магией. Тем временем светловолосый вор смеется над тем, как легко это было, пока не видит, как страшный мужчина с ребенком на плечах быстро приближается к нему. Вор ошеломлен тем, что кто-то может угнаться за ним, даже используя магию ветра. Затем он понимает, что Деннис вообще не использует магию. Вивия спрашивает, все ли члены Серебряного Крыла такие быстрые, и Деннис отвечает, что он самый быстрый, потому что никогда не пропускал тренировки ног. В тупике вор использует магию ветра, чтобы запрыгнуть на крышу, а Деннис взбирается на нее с помощью одних только мышц. Когда он спрашивает Вивию, есть ли у него какие-нибудь полезные заклинания, парень произносит заклинание, чтобы подбросить его высоко в воздух, как на батуте. Светловолосый вор в ужасе смотрит, как Деннис прыгает в воздухе и быстро догоняет его, но он неожиданно нападает на Денниса Райта, прежде чем тот успевает его схватить. И убегает, хвастаясь, что его не так-то просто поймать с помощью такой магии. Услышав это, Деннис говорит Вивии, чтобы она слезла, когда они приземлятся, и Вивия замечает девушек впереди, которые спускаются вниз. Когда вор проходит мимо них, он ухмыляется, думая, что ему просто нужно избавиться от них и улизнуть. Но Генриетта появляется сверху с серьезным лицом и быстро усмиряет дерзкого вора. После этого Деннис догоняет ее и гладит по голове за хорошую работу. Позже в ресторане он говорит девушкам, что у Альер есть парень, но Вивия уточняет, что они еще не уверены. Затем Генриетта в шутку спрашивает его, не чувствует ли он себя одиноким в последнее время, и Бокл признается, что беспокоится, что он ее прогонит. Деннис говорит, что никогда не прогонит того, кто ценит его кулинарию, как она, хотя он может передумать позже. Сразу после этого входит Алиер и с напряженным выражением лица идет за прилавок, удивляя Денниса коробкой. Когда он заглядывает внутрь, то он находит браслет, который, как признается Алиер, она копила на него все свои карманные деньги. Услышав это, Бокл смеется, что он ошибся. И Генриетта выдает секрет, когда Лиер спрашивает, что это значит, и это чуть не приводит к тому, что ее навсегда прогонят.
После этого он примеряет браслет и смотрит на него, и Лиер улыбается. Тем временем капитан Вига отправляется в особняк, чтобы встретиться с кем-то после долгого перерыва. На следующий день в ресторане Деннис говорит Алиер, чтобы она пошла прибраться снаружи. Но тут заходит посетитель, и он говорит им, что обеденный перерыв закончился. Однако посетитель начинает плакать от радости, когда видит, что леди Алиер цела и невредима. Деннис понятия не имеет, что происходит. Генриетта предполагает, что старик странный любовник и собирается наказать его на месте, но старик объясняет, что он Стивенс, главный дворецкий леди Алиер. Услышав это, Деннис и Генриетта заинтересовались, а двое других совсем растерялись. Видя, как Деннис ничего не понимает, Вивия спрашивает, живут ли они под камнем, и Бокал объясняет, что Houseworks Dot – самая большая и престижная семья магов в королевстве. И Деннис совершенно ошеломлен. Тем временем заплаканный дворецкий заявляет, что наконец-то пришло время юной леди отомстить. Сев за стол, Стивенс бормочет, что это действительно трагедия, что ей приходится жить в захолустном ресторане, и Денису хочется вышвырнуть его на улицу. Но Вивия говорит ему, чтобы он хотя бы выслушал старика. Затем Стивенс признается, что на самом деле он бывший главный дворецкий. И королевский двор приказал ему вернуть юную леди домой. Его рассказ сбивает Денниса с толку, поэтому Стивенс продолжает, что брат покойного отца Лиер выгнал ее из семьи, заявив, что она незаконнорожденный ребенок. Однако теперь, когда они нашли завещание ее отца, в котором ясно сказано, что Алиер – истинная наследница и унаследует всю его власть и состояние, королевский двор дал ей шанс выслушать ее дело, и поэтому Стивенс умоляет ее вернуться, остановить жестокость ее дяди Джозефа и занять свое законное место наследницы дома Воркс. Но в комнате воцаряется тишина, когда Алиер сразу же отказывается идти. Деннис спрашивает ее, что случилось, и она говорит, что не хочет возвращаться к той жизни, потому что болезненные воспоминания из прошлого снова всплывают в ее голове. Она обнимает Денниса еще крепче, а Стивенс пытается отговорить ее от работы в ресторане, предназначенном для крестьян, что на секунду приводит Денниса в ярость. Но, подумав об этом, он понимает, что Стивенс прав, что он всего лишь скромный повар, а Алиер практически принцесса. Помня об этом, он снова мягко спрашивает Алиер, действительно ли она не хочет идти, и она робко кивает. Но Деннис говорит ей, что она не может игнорировать то, что серьезно повлияет на ее будущее, потому что рано или поздно ей придется с этим столкнуться. Услышав это, Алиер смело соглашается пойти, если Деннис пойдет с ней, и он гордится этим. Через несколько часов появляется Вивия в модном костюме в стиле Шерлока Холмса и взволнованно спрашивает Денниса, который уже одет и обут, может ли он пойти с ней. Деннис соглашается, и девушки обещают, что разберутся с делами в ресторане. В этот момент выходит Лиер в голубом платье, и все восхищаются, как она очаровательна. Деннис говорит, что пора уходить. Но Лиер тихо говорит, что не хочет идти, хотя знает, что должна. И начинает без остановки повторять, что она действительно не хочет идти. Деннис гордится этим, потому что это самое длинное предложение, которое она произнесла за весь месяц. Он гладит ее по голове и уверяет, что всегда будет рядом, а Стивенс спрашивает юную леди, готова ли она и ее слуги, что очень раздражает Денниса, хотя он знает, что ниже ее по статусу. С этими словами они уходят, и девушки весело желают им счастливого пути. Проехав на карете большое расстояние, они наконец прибывают в столицу, и Вивия смотрит в окно, разглядывая город, как ребенок из деревни. Тем временем Деннис чувствует себя неловко, вернувшись в столицу. Но Вивия выводит его из этого состояния, когда они проезжают мимо ресторана Блэка, который считается лучшим в королевской столице. И хотя Деннис хочет зайти и поздороваться со своим старым другом, он чувствует, что больше не может с ним встречаться. Позже они приезжают в дом Воркс. Там их встречает юрист и представляется главой их дела, а Деннис представляется опекуном Лиер. После этого они заходят внутрь, где Систапич объясняет, что ему нужно будет взять кровь у юной леди. Лиер чуть не падает в обморок, когда видит шприц в руке Стивена. Когда он приближается, она продолжает повторять, что это слишком страшно, как заезженная пластинка. И как только он делает укол, она падает, как воздушный шарик, из которого вышел весь воздух. Пока Деннис несет ее на руках, Систапич говорит, что они пойдут в зал суда. Но Деннис передает ее Вивии и говорит юристу, что хочет лучше понять ее ситуацию, чтобы понять, как он может ей помочь. Систапич соглашается и объясняет, что ее отец, сэр Фомас, был экспертом в магии гипноза и что некоторые уникальные виды магии передаются только по наследству. Услышав это, Деннис понимает, что Алиер унаследовала ту же способность контролировать разум. Систапич продолжает, что ее отец спас много жизней, используя свой дар, но его брат отравил его из ревности, чтобы украсть его прекрасную жену и его должность главы. В то же время он ложно назвал юную леди незаконно рожденной, чтобы так сильно испортить ее репутацию, что она никогда не сможет ее восстановить.
Однако сэр Фомас был умен и оставил завещание, поэтому Королевский суд разрешил провести анализ крови, используя магический предмет, чтобы доказать ее статус истинной наследницы. Затем мужчина сначала капает ее кровь в магический шар. Затем добавляет каплю крови сэра Фомаса, которую Королевский суд хранил все это время, и объясняет, что кристалл в форме цветка, образующийся внутри. Доказывает, что они связаны кровным родством. После этого он повторяет тест, используя кровь ее матери, Лизы, и результат тот же, подтверждая, что Альер, несомненно, их дочь. Увидев это неопровержимое доказательство, Деннис и Вивия радуются, но Альер все еще выглядит грустной. Позже в суде судья начинает разбирательство в присутствии обеих сторон, и дядя Альер, сэр Джозеф, сразу же начинает обвинять Денниса. Деннис вспоминает, что сэр Джозеф – один из клиентов капитана Вига, и говорит ему, что он заплатит за то, что тот обидел его маленькую девочку. В этот момент судья предупреждает Денниса, называя его Деннисом Блэксом, и Вивия замечает знаменитое имя. После этого начинается разбирательство, и судья зачитывает завещание сэра Фомаса, в котором говорится, что леди Альер – истинная наследница семьи, рожденная от его жены. Поэтому она должна унаследовать его богатство и власть, а его брат сэр Джозеф получит только книги и тайные знания семьи. Затем встает толстый дворянин и соглашается, что она дочь сэра Фомаса, но говорит, что она недостойна стать наследницей, потому что ее мать была всего лишь любовницей низкого ранга. Сразу после этого Сестапич отвечает, что именно из-за такой чепухи все собрались здесь, чтобы взять кровь юной леди и представить четкие доказательства, чтобы никто не мог оспорить завещание. Но сэр Джозеф лишь самодовольно ухмыляется и называет это пустой тратой времени, что приводит Денниса в ярость. С этими словами большой доктор подходит к Альер, пугая ее так сильно, что она крепко хватает Денниса за рукав, и он нежно успокаивает ее, пока доктор берет у нее кровь. После этого судья просит всех выбрать палочку из банки, чтобы решить, кто будет использовать магический предмет, который поможет предотвратить любые манипуляции. Внимательно глядя на банку, Деннис достает первую палочку, но она не красная. Затем все по очереди достают палочки, и оказывается, что выбрали Стивенса. Затем старый дворецкий начинает нервно потеть и дрожать, поднимаясь по лестнице. Он сначала капает кровь Альер, затем добавляет кровь ее отца, и кристалл подтверждает совпадение. Деннис вздыхает с облегчением, но когда Стивенс добавляет кровь ее матери и Лизы, кристалл образуется лишь на секунду, а затем превращается в темную жижу. Все в зале ошеломлены, а сэр Джозеф самодовольно говорит, что он предупреждал их, что это пустая трата времени. Сестапич настаивает, что должно быть произошла ошибка, поэтому он просит повторить тест. Но судья говорит нет. Сэр Джозеф заявляет, что это доказывает, что рождение Альер было ошибкой его брата, и она чувствует себя ужасно. Затем судья решает, что завещание верно лишь наполовину, поэтому сэр Джозеф унаследует богатство и власть дома Воркс. А Альер может унаследовать книги и магические знания. Услышав это, сэр Джозеф ухмыляется и говорит, что не против согласиться, потому что позор их семьи – это все еще дочь его брата. В этот момент Деннис замечает, что Стивенс тайно прикрывал рану тканью и хлопает по столу, а затем хватает его за воротник. Оказывается, старик использовал свою кровь, чтобы поделать тест. Дворецкий задыхается, признаваясь, что лорд Джозеф обещал снова сделать его главным дворецким, если он выполнит грязную работу. Поэтому Деннис наказывает его огненной магией и бросает на пол. Увидев это, судья говорит ему прекратить неуважение к закону. Но Деннис кричит, что настоящие преступники – это те, кто подтасовал лотерею, подделал анализ крови и посмел пытать невинную девушку после всего, через что она уже прошла. Когда врываются охранники, Деннис приходит в ярость и заявляет, что превратит в пепел тех, кто обидел Альер. Это пугает даже охранников. Но когда они нападают по приказу сэра Джозефа, Деннис предлагает показать им, что такое ад. Однако Вивия пытается остановить его, спрашивая, кто позаботится об Альер, если он станет врагом всего королевства. Услышав это, он мгновенно успокаивается и смотрит на ее испуганное лицо. После окончания слушания Сестапич говорит Деннису, что дело закрыто, и Деннис сожалеет, что вообще взял с собой Альер. Затем он ведет их в библиотеку, чтобы показать знания и книги, которые она унаследовала. Внутри он объясняет, что раньше это была библиотека, но теперь это скорее склад. Хотя, возможно, там еще осталось что-то ценное. Деннис перешагивает через сломанную доску и предупреждает Альер, чтобы она была осторожна, прежде чем она наступит на магический круг и упадет в подвал. Под землей он обнаруживает потайную комнату, заполненную горами книг, и как только Вивия и Сестапич начинают читать, они понимают, что здесь хранятся древние тома и гримуары, настолько редкие, что они практически являются национальным достоянием. Взяв еще 2 книги, он объясняет, что в этой потайной комнате хранится утерянная история человечества. В этот момент Сестапич вслух задается вопросом, не планировал ли ее отец с самого начала отдать это настоящее сокровище Альер.
оставив завещание и предвидя, что его жадный брат попытается украсть его у нее. Деннис смеется над иронией и спрашивает Альер, что она хочет с этим делать. И маленькая чемпионка говорит, что хочет отдать все это ресторану. На следующее утро Деннис устал ждать Вивию, которая проспала, но по пути к выходу он встречает мужчину, который заставляет его остановиться. Потому что у него такое же лицо, как у Денниса, но его аура совершенно другая. Деннис кричит Вивии, чтобы она поторопилась, а мужчина перед ним говорит, что это хорошее имя, прежде чем отпустить Вивию. В этот момент к мужчине в тени подходит девушка по имени Фиоренца, называя его мастером Хитом, и спрашивает, кто этот мальчик. И Хит говорит ей, что это был спутник того, о ком он ей рассказывал раньше.